Уважаемые зрители, сейчас я скажу вещь, от которой многие захотят выключить ролик. Советский директор завода управлял эффективнее большинства современных SEO. Это факт. И сегодня я объясню почему. Не потому, что был он лучше как человек, и не потому, что советская система была лучше, а потому, что у него была архитектура управления жесткая, сквозная, понятная всем сотрудникам и привязанная к результату. Я начинал слесарем в конце 90-х, начало 2000-х. Застал еще тех советских директоров, последних из советской школы. И видел, как они работали. И потом 25 лет наблюдал, как им на смену приходили эффективные менеджеры современной России. Разница, я вам скажу, колоссальная. И сегодня я разберу ее с вами по 4 управленческим элементам. Этот ролик не про ностальгию и не про политику. Это про то, что вы как собственник или директор можете применить уже завтра на своем заводе, чтобы он работал так же четко, как работал советский завод в 70-е. И при этом на современном рынке 2026 года. Я разберу 4 элемента архитектуры управления советского директора, которых нет у современного SEO. Каждый из этих элементов – конкретный управленческий прием. Не идеология, не лозунги, чистое управление. После этого ролика вы будете знать, что именно из советской школы можно вернуть в управление вашим заводом или компанией. И сколько денег это вам сэкономит. А заодно поймете, почему современные SEO с дипломами МБА, со стратегиями и презентациями иногда сдает завод за 10 лет. Когда советский директор сдавал тот же завод за 2 года с нуля на пустом поле. Поехали. Советский директор завода знал весь жизненный цикл своего продукта. От технического задания до отгрузки к клиенту. От геолоразведки сырья до поставки готового изделия в эксплуатацию. Он держал всю цепочку у себя в голове. Он был профессионалом своего дела и профильный специалист. Это не значит, что он сам все делал. У него были главный инженер, главный технолог, директора производства, начальники снабжения. Но все они работали в одной системе координат. И директор видел весь цикл целиком. Современный SEO видит только выручку, прибыль, KPI, презентация отделов и все. Он не знает, как именно его продукт превращается с чертежа в металл и в готовое изделие, где в этой цепочке у него узкое место, на каком стыке функции теряется маржа. Поэтому советский директор, когда возникал сбой, шел к источнику проблем, конкретной операции, конкретному узлу. Современный SEO в той же ситуации идет к подчиненным, требует отчет, получает отчет, не понимает этот отчет, требует другой новый отчет. И так, пока проблема не разрастается до катастрофы. Что вы можете сделать как собственник прямо сейчас? Возьмите чистый лист бумаги, нарисуйте полный жизненный цикл вашего основного продукта. От заказа клиента до отгрузки. Каждый этап, каждую функцию, каждый стык. Если вы на одном листе бумаги самостоятельно нарисуете схему, значит, у вас есть понимание вашей архитектуры управления. Если вы не сможете ее нарисовать без подсказок профильных специалистов, у вас проблема серьезная. Именно она сейчас ест ваши деньги. Советский директор не имел компьютеров, не имел ERP тогда, не имел дэшбордов, но у него было ежедневное планирование, которое работало без сбоев. Каждое утро выдача сменок, каждый вечер отчеты о выполнении сменных заданий, каждую неделю оперативное совещание по узким местам, каждый месяц сверка с годовым планом. Все эти процедуры были регулярными, не ситуативными, не когда дойдут руки или когда сверху дали по шапке. Каждый день дисциплинированно, по часам, все четко отлажено. Современный SEO работает с месячными планами, с квартальной отчетностью, с годовыми бюджетами, с выручкой, и между ними пустота. Никто не знает, что происходит на заводе сегодня и что будет завтра. Когда возникнет сбой, он обнаруживается через неделю, через 2, а иногда через месяц. Когда финансист закрывает период и видит цифру. К этому времени деньги уже потеряны, заказ сорван, клиент ушел. Что вы можете сделать? Ведете ежедневный наряд на смену, на бумаге, на утреннем совещании в 7 утра. 10 минут. Что делаем сегодня, с каких операций, под какие заказы. Это первое, что я внедряю на любом заводе, когда прихожу как архитектор управления. Это дает результат за 2 недели. Без денег, без программ, без увольнений. Дисциплина ежедневного планирования – это та архитектура, которую советский директор имел по умолчанию. А современные SEO почти никогда. Они имеют больше красивые и цветные презентации. Третья вещь, которую современный менеджмент потерял – это персональная ответственность за результат. На советском заводе у каждого узла, у каждой операции, у каждого участка был один конкретный ответственный человек. С фамилией, с должностью, с персональной ответственностью за именно этот участок. И если на этом участке что-то ломалось, спрашивали с него. Ни с команды, ни с отдела, ни с системы, ни с кого-то еще.
В современной компании ответственность размазана. 100-500 подписей, 100-500 совещаний. Производственный план срывается, виноват производственный директор. Виноваты снабженцы, которые не привезли металл. Виноваты технологи, которые задержали технологию. Виноват сбыт, который дал нереальный срок. Никто конкретно не виноват, все по чуть-чуть виноваты. И когда никто конкретно не отвечает, сбои постоянно повторяются. Через месяц, через два, через год. На том же месте и с теми же причинами. Что вы можете сделать? Возьмите свой жизненный цикл продукта, который вы нарисовали на первом шаге, и впишите рядом с каждой функцией одну фамилию. Кто именно отвечает за то, чтобы эта функция выдала результат? Не отдел, не должность, а конкретный человек. Руководитель. Если рядом с какой-то функцией вы не можете вписать фамилию, у вас разрыв в управлении и нет ответственности за этот этап. И именно на этом стыке вы теряете ваши деньги. Это и есть архитектура управления, которая разорвана. Это и есть советская школа управления, в которой, наоборот, все стыки были собраны в понятные зоны ответственности и в понятную технологическую цепочку. Это не плановая экономика, это управленческая дисциплина. Смотрите мой первый плейлист о моей методике архитектуры управления. Ссылка вверху на экране. И четвертое отличие, самое глубокое. Советский директор завода почти всегда был инженером. Он имел профильное образование, прошел цех, прошел технологию, прошел главного механика или главного технолога и мастером на участке поработал. И только потом становился директором. Он понимал производство изнутри, каждый передел технологический, управленческий. А современный SEO во многих случаях управляет без инженерной базы и профильного образования. Какой-нибудь финансист, юрист, маркетолог, социолог. Человек с дипломом МБА. Он управляет цифрами и презентациями, а не машинами, станками, материалами, технологиями и специалистами. Это видно по их решениям. Когда инженер-директор слышит, что план срывается, он спрашивает, какая операция, на каком станке, у какого мастера, и идет, если нужно, смотреть на место. Когда SEO-управление слышит то же самое, он назначает совещание и требует план мероприятия или корректирующие мероприятия, или открыть вообще проект, создать проектную команду. И разница какая? Один решает проблему, второй управляет процессом и ее обсуждения. Я не призываю вас отказываться от современных управленческих инструментов. Презентации, бюджеты, дашборд – все это нужно. Но оно не заменяет инженерного понимания производства. Оно его только дополняет и усиливает. Что вы можете сделать? Если вы собственник и ваш генеральный директор не инженер, проверьте одну вещь. Когда возникает производственный сбой, идет ли он сам в цех? Или сидит в кабинете и читает отчеты, это значит лакмусовая бумажка вам, что если он не ходит в цех, то он не управляет. Он наблюдает за управлением и смотрит отчеты и презентации. А теперь главное. Советский директор, он не был лучше как человек. Он не был умнее, он не был добрее, не был справедливее. Он был встроен в систему, которая требовала от него инженерной дисциплины. Он эту систему делал готовой и видел ее целиком. Ему оставалось только работать в ней и его сотрудникам. Современный SEO работает в системе, которая требует от него красивых презентаций и финансовых показателей. Эта система ему тоже дана готовая. Он работает в ней. Разница не в человеке, разница в архитектуре управления сегодняшней, российской, и той советской инженерной. И вот в чем для вас, как для собственника, главный вывод. Вы можете нанять самого лучшего SEO из списка Forbes с дипломами лучших школ, с опытом в мировых корпорациях, и он будет управлять вашим заводом ровно так, как ему позволит ваша архитектура управления. Если у вас нет полного жизненного цикла потока вашей компании, если нет ежедневного планирования, если нет персональной ответственности по фамилиям на жизненном цикле, если у директора нет инженерной полной картинки производства, и он не понимает производства, никакой SEO не сделает у вас то, что делал советский директор. Поэтому вернуть советскую школу — это не вернуть советских людей, это собрать у себя на заводе ту самую инженерную архитектуру управления, на которой работали советские заводы и на которой сегодня работают китайские. Посмотрите мою прошлую серию про Китай, ссылка вверху на экране. Это и есть моя профессия — архитектор управления. Я этим занимаюсь как инженер. Прихожу на завод, смотрю ваш жизненный цикл, раскладываю все функции по потоку, связываю производство с финансами, передаю готовую систему собственнику, топ-менеджменту и сотрудникам. После этого собственник может выйти из операционки и нанять любого директора. Архитектура будет работать сама. Это занимает 6-12 месяцев, и это окупается за первый же год работы. Если вы не согласны с тем, что я сказал, напишите в комментариях. Я отвечу. Это нормальная управленческая дискуссия, без нее мы не сдвинемся.
А еще задумайтесь вот о чем. Современный SEO может вам стоить миллионы рублей в год. Не зарплатой, а не эффективностью управления, которую вы оплачиваете каждый месяц через сорванные сроки, через замороженную незавершенку, через увеличение оборотки и через кассовые разрывы. На следующей неделе я разберу болезненную тему для собственников – это деньги. Ключевая ставка ЦБ 14,5%. Кредит для вашего завода 25, 27, 30% годовых. Рентабельность производства 8-12%. Посчитайте сами, вы ничего не получаете. В следующем ролике я объясню, почему ставка – это симптом, а не причина. И как при ставке 14,5% завод может разморозить 180 миллионов из своих оборотных средств незавершенки. Без кредитов, без новых станков, без автоматизации, только за счет правильного управления. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. До новых встреч!